Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале GvardUA. К сожалению, ролик начинается не с первых раундов, и на это есть уважительная причина, а уважительная причина заключается в следующем. Я глупый, невнимательный человек. А можно предмет нормально мне упадет? О, спасибо. Вот мана плюс 40 мне нравится. Это для меня хороший предмет. Я, кстати, наверное, двух Тускара возьму. Может, мало ли, мне сейчас он в двойку придет, и он такой неплохой мне старт сделает. Так вот, вначале я говорил свою мысль, что я хочу видеть от этой игры. Я хочу видеть следующее. Либо же это будут гоблины мехи, через золотые роллы, через керри легендарочки какие-то. Мне бы хотелось попробовать собрать вертолетиков тройку под Кирой, а там мы уже разберемся, что можно будет добавить. Либо же сделать цветы, несколько легендарных фигур и сыграть через дубликаты, как один раз у меня получилось, когда мне приходили кучу разнообразных фигур. Бог ты мой! Чтоб ты долго жил с таким рандомом. Вот ей-богу, но... Вот... Который раз я себе говорю о том, что... Саня, ну не рискуй так сильно, ну не надо, ну того не стоит. Не надо рисковать хорошей шмоткой, ну более-менее подходящей шмоткой, нежели тебе вообще упадет какой-то бред полноценный. Вот в данный момент мне упала гномья брошка, которая мне от слова совсем не надо. Вот мягко говоря, гномья брошка для меня это груз. Это прицеп. Прицеп, который мне придется за собой тянуть. Вот что это такое. И это меня не то чтобы напрягает, это меня бесит. Я еще и выиграл раунд, обалдеть. Хо-хо-хо, нормально так змейка запушила. Цветка. Цветка. Пока что план, возможно, будет Возможно, план увенчается успехом. Халявный ролл, кстати, сейчас поставлю. Как-никак халявный ролл, это всегда хорошо. А на следующем раунде я, наверное, возьму себе уровень. Будет у меня 5-й уровень, поставлю двух этих абадонов. Короче, план вот состоит из 3 частей. Точнее, план А, план Б и план С. План А. Я буду играть через гоблинов мехов, через золотые роллы. Керри, соответственно, я вам как сказал, это Гирыч либо будет, либо же какой-то Зевс, либо же Орк-шаман. То есть какой-то из керри. Второй план, план Б. Это получить сейчас в табло, но... А дальше план Б состоит в том, что я буду брать цвет, буду брать легендарные фигуры и буду через дубликаты играть. То есть это план Б. Наныл. Наныл усиление. Не, ну такое нытье это оправданное нытье, ребят. Поэтому такое нытье грех осуждать. Отлично мне пришло, я прям не могу. А можно мне сейчас еще Тинкер в двойку придет? 2 цветки в двоечку. Нет, можно и в троечку. Раннюю такую. К раунду 20-му пусть мне придет 2 цветочки в троечку. Я буду тогда счастлив непомерно. У меня будут счастье полные трусы. Придется аж умирать. Боже, что я несу. Боже, у деда мозг поплыл. Ладно, отпустили, проехали. Так, у Оливера кунг-фу. И кого-то... Ну ладно. Я думал, сейчас кого-то ваншотит мне. Было бы грешно. Ну, было бы точнее не грешно, а было бы довольно-таки смешно, если бы он мне ваншотнул резака в двойку. Панда пришла. Можно было бы рискнуть поставить эту панду и посмотреть, придет ли мне какой-то мех или не придет. Может, мне гоблин какой-то хороший придет. Ну, все, конечно, маловероятно, но все же. Надежда умирает последней, правильно? Правильно. Так вот, 3-й план. Я его не озвучил, поэтому напомню. 1-й план – это игра через гоблинов мехов и какую-то легендарную фигуру, как керри. 2-й план – это играть через цвет и играть через дубликаты, соответственно, тоже легендарные, либо же какие-то еще. Кстати, вот по 2-му плану я хочу обратиться к вам, а вы напишите мне в комментариях, естественно, об этом. Что лучше всего дублировать в цветах? Вот на ваше мнение, что лучше всего поддублировать? То есть, например, разоры, там, энигмы, квапы, там, вот что-то такое. Накидайте мне своих идей в комментарии, потому что я хочу бы в будущем попробовать реализовать цвет через дубликаты, как у меня было в одном из моих роликов недавнешних. Ну, как недавнешних, может быть, неделю назад я его выкладывал. Там, где у меня получилось играть через чисто цвет. И, соответственно, если кто-то его не видел,
Посмотрите. Реально обалденный ролик получился. Тут Хусик в двойку, естественно, меня вынес. У него маска, ну, 2 сердца, ну, нормалек. А у меня гном и брошка. О! Ну, гоблина-убийцу я бы хотел попробовать реализовать. Гоблин-убийца — это классный персонаж. Я, кстати, предметы на ману закинул в змейку. Змейка не раз доказала то, что она обалденная фигура, которая может наспамить, насумонить. Задумался, нужен ли мне этот клокверк или не нужен. Баф гоблином же у меня и так будет. Омник в двойку там у чувака. Вот. И третий план. Третий план — это игра через цветы и через инсектоидов. Не зря я так купил змеечку, если что. Это план. Это план капкан. Змейка — это намек на инсектоидов. Ну и в принципе вы увидели мой расширенный пул. Я его открывал несколько раз, потому что я хотел убедиться, что у меня стоит Скорпион, потому что уже 9-й раунд, а Скорпиона у меня нет. Но это нормально, это адекватно. У меня, кстати, такой неплохой старт. У меня 20 монет, 93 хп на 9-м раунде, то в принципе добротно. Это получается на 10-м раунде, возможно, мне будет 30 монет. И при этом я мало как по хп потерял, поэтому в принципе все замечательно. Мне нравится. Единственное, что надо, чтобы этот гоблин кого-то убил, и я получил за него монетку. Максимальный инкам нужен. Максимальный. Там Костя имеет уже 5 винстрик. Он по-любому его держит для меня. А для кого же еще он может держать его, правильно? Только для меня. Естественно. Так, боги-орки здесь будут. Либо же боги через эгиду. Мне на мгновение показалось, что он сейчас берет, меня вынесет. Так, понял. Костя не дождался меня. Не дождался меня со своим винстриком и отдал его какому-то рандомному типу. Вот разве так можно поступать со своими близкими людьми? Так обидно. А еще мне что-то в глаз попало. Боже. Ресничка, наверное, аж отвалилась от этого шока. Чего же там такое собирает, интересно, вот этот китаец? Хускаров в двойку, вроде бы хочет троллей, вроде бы не хочет троллей. То есть что-то непонятное максимально он собирает. О, монетка. О, кстати, выйду в 30 монет. Я Клокверка продал, потому что я в него не особо верю. Клокверк для меня это, ну, обуза. Вот серьезно обуза, не знаю. Слабый персонаж. Очень слабый персонаж этот Клокверк. Может быть, как-то ему переработать способности будет намного лучше, но я что-то не особо в это верю. Вайпер, кстати, пришел 2 раза. Иди отсюда. Я тебя молю, иди отсюда. Боже ты... Чтоб долго жил. У меня, ну, если бы я сейчас не переработал эти предметы, он бы у меня валялся где? Правильно. Он бы просто у меня валялся как талисман в рюкзаке. Поэтому я принял решение, взял 3-го тира предмет. Предмет 3-го тира, конечно, упал, ну, так себе. Я мог первого, ну, вот этот, как его там, зимнее объятие взять в первую очередь. Но я посчитал, что лучше взять, зарандомить. Мало ли мне упадет мать насекомая. Кстати, в комментариях предложили назвать этот предмет личинкой. Я на самом деле проорал с этого названия личинка. Я думаю, многие понимают почему. Так, ну пока все неплохо. Мне нужен минимум 8 уровень. Ну, я, по крайней мере, так думаю, что мне нужен 8 уровень. Может, мне какой-то там другой уровень понадобится. Там уже котел найден на 7-м. Хотя у него денег нет, но это уже такое. Скоро я выйду в 50 монет. Потом я быстренько буду выходить в уровень. Ну, по максимально своим возможностям, естественно. Как бы гадал, не ходи. Боже, как глаз чухается. Алло, успокойся. Я же уже проморгал. Я все, что можно, проморгал. Даже игру проморгал. А, понял. Ну, тут я отдалить никак не смогу. Тут Хускар слишком жесткий. Взял меня и вынес.
Не, ну у него хорошие предметы. И возвратка у него там есть. У него есть маска берсерка и 2 сердца. У него там нереальный отхил, поэтому он как-то и тащит. У, вот это да. Не, такое нам надо. Такое нам по-любому надо. Возможно, мне стоит взять разоров. Мало ли получится мне разоров там сделать как-то. Дубликатами и будет много урона. Я, наверное, кстати, вместо змейки поставлю разора. Эти предметы как-то так отдам и вот так сделаю. Бабка все равно намного сильнее, чем этот гоблин-убийца. Если бы он мне пришел в двойку, этот гоблин-убийца, заранее, то я бы его еще и оставил. Как-никак, в двоечку гоблин-убийца, таргетный спел плюс денежки как бы лишними не будут. Нормально, кстати, только что цветка попрыгала. 2900 урона. Из них где-то... Сколько? 70... А что это за подгон? А так можно было? Так, ну один ник я в голос не буду говорить. Но тот, кто сейчас имеет винстрик, я надеюсь его забирать. Я прям на него надеюсь. Прям очень хочется мне его забрать. Я уже подумаю действительно, что это будут гоблины мехи. Раз мне так цветка приходит, то, соответственно, я думаю, мне и Гирыч придет ранний. По крайней мере, я на это рассчитываю. Но, как мне уже эта игра показала не раз, рассчитывать на что-то хорошее, ну, как-то так себе. Как-то так себе. Даже очень как-то так себе. Блин, если реально получится, то будет круто. Я давно не играл на гоблинах мехах. Очень давно не играл на гоблинах мехах. Уровень. Не, ну у меня пока все... Ладно, не буду говорить. Хотя... ну. Я пока продам змейку. Хотя на самом деле, наверное, это ошибка продать змейку была. Все-таки 7 уровень. Хоть и раунд с мобами, но... Я подумал, что лучше остаться в 50 монет, поэтому змейку продал. Все-таки как-никак на 8 уровне я буду ролиться. И там, дай бог, я на змейку буду находить нормально. Мне главное, чтобы сейчас предметы третьего тира упали как надо. Мне нужно как минимум два мать насекомых. Либо же 2 личинки. 2 личинки. Боже, вот это название. Я шо... Че, ребята, пишите в комментариях, как вам название личинка? Не мать насекомая, а личинка. У кого-то есть, если у кого-то еще остались идеи того, как назвать это мать насекомое коротко и понятно, то, соответственно, пишем в комментариях. Только надо сделать так, чтобы это было вот реально понятно, что это мать насекомая. То есть, вот личинка реально, ну... Ладно, мне... Ладно. Так, походу моя удача закончилась. Вместо нормальных фигур мне пришло... Так. Не, ну это отлично. То, что сейчас мне упало, это реально отличный предмет. Арканцы никогда лишним не будут. Никогда. Блин, но мне теперь захотелось сыграть через инсектоидов и цветку Керри. Она же Мипа. Он же Мипа. Она же Мипа. Хочу эту кошечку. Троечку. Я дико хочу кошечку в тройку. Мяу. Блин, боже, я немного дурно смех. Может выйти из инкама и взять себе 8 уровень. У меня будет самый быстрый 8 уровень. И дай бог, бог рандома ко мне снизойдет. И мне выпадет легендарная фигура. У меня, кстати, есть 6 халявных роллов. Я, наверное, либо на 8 уровне сейчас поролю все эти халявные роллы, либо же я буду ролить на 9. Вот одно из двух.
Но я думаю, все-таки пока стоит остаться еще в инкаме. 50 монет. У меня, в принципе, все более-менее хорошо. А, понял. Вопросов нет. Не смог убить шамана лавы. Ладно. Гримтач. Я, короче, немного из инкама вышел. Гоблин. Отлично. Так. Это мне нравится. Блин, я, походу, реально сейчас буду играть через инсектоидов. Похоже, в действительности нужно начать играть через инсектоидов. У меня классные фигуры сейчас пришли. А ему двойку. Ок. Ну, как-то так. Можно было бы, знаете, как еще здесь сыграть? Через троллей плюс алхимика плюс синерию Киры. Будет тоже очень круто, но я могу АМа не перебить. Слишком жесткий АМ. Найти на 7 уровне АМа в двойку, это то же самое, что, не знаю, можно идти, там, ставку ставить, идти. И она 100% зайдет. Не знаю, я бы сейчас такой, чтобы распродать всех этих мехов-гоблинов. И в действительности сыграть через инсектоидов. У меня цветки пришли. У меня есть жрец-орк. Это почти самая главная фигура для меня. Жрец-орк. И буду играть через Мипаря. Мипарь это вот эта цветка. Она, оказывается, персонаж из Доты. Мипо. Я на самом деле не сам догадался, если что, вдруг. Это мне подсказали мои подписчики в комментариях. Огромное им за это спасибо. Поэтому, ребят, если я вдруг что-то не знаю, либо спрашиваю, то отвечайте, подсказывайте, пишите, не стесняйтесь. Я на все отвечаю в любом случае и премного благодарен за это. Алхимик в двойку это, конечно, круто. Я не... Не, ну... У меня есть идея, что можно попробовать взять этого алхимика и сыграть через троллей плюс алхимика Киру. Я тебя понял. Играю через зверей. Уже фуловых зверей на 20 раунде. Это сильно. Блин, да как же сыграть? Хочу мипа плюс инсектоида. Два орка жреца взяли, призвали себя же. Это хорошо. Уху-ху. Да блин. Можешь попробовать, может рискнуть. Мипа инсектоида. Я возьму волшебное зеркало. Сердце. Да, вот, понимаете? Если бы я не хотел сейчас играть через инсектоидов, то было бы следующим образом. Мне бы эти инсектоиды шли и шли, шли и шли. А в данном случае единственное, что мне идет сейчас, это разочарование. Надо распродаться немного. Боже, у меня что-то в глаз попало. Уже который раз об этом говорю. И я достать это вряд ли смогу. Ну, ладно, придется терпеть. Так что дико извиняюсь, если я еще раз об этом сказал. Не знаю, может я и правильно сейчас расстановку выбрал, но явно это неправильная расстановка, если будет играть против АМа. АМ меня испепелит беспощадно. А чё орк-жрец сейчас не кастовал воскрешение? Некого было воскрешать или что? Чё это за бред только что произошел? А, ну тут... Не. А, ну все, тут понятно. Тут я откис, походу, да? Невозможно уничтожить. Ну да, сейчас он... Ну да.
Если бы немного раньше откатилась способность бы у моего гоблина, то я бы, скорее всего, его затащил. А так как эта способность откатилась намного позже, я не смог этого сделать. Ну, гоблина пока оставлю. Двоечку тоже сделаю. Ставлю пока что 2 инсеков. Мне нужно усиление. Без усиления туго. Мог играть и дальше на дубликатах, но без усиления очень туго. Ну, посмотрим. Получится мне сыграть через цвет плюс инсектоидов? Заверим. Вот, если честно, играть через зверей на суммонах намного стабильнее, нежели играть через инсектоидов. Плюс цвет так же самое. Да просто если играть через инсектоидов. Инсектоид это максимально рандомная синергия, которая вот просто все рандомно падает. Нет какой-то стабильности. Даже предугадать нельзя, что тебе упадет. Ты можешь только пытаться надеяться на то, что тебе что-то... Оу. О! Чпуньк. Чпуньк. Сюда. Вот такое я одобряю. Я, наверное, поставлю немного богов. Че у меня... Зря, что ли, что у меня находится сейчас камень богов? Нет, конечно же, не зря, поэтому я сейчас возьму немножечко богов поставлю. Как-никак, хоть на 30%, но будет ускоренный прыжок. Хотя по... А мне это нравится. А М в двойку присмонился от этого жреца. Вот это круто. Вот это я одобряю. Я, кстати, могу фул богов поставить сейчас. У меня же есть камень. И я с помощью этого камня могу фул богов поставить. То есть я сейчас могу убрать АЭМа, могу убрать Тинкера. Бог полуорг. Через АЭМа. Ага. Ладно. Хьюстон, у нас проблема. У нас проблема. Я бы даже сказал, очень серьезная проблема. Главное, чтобы этому богу-полуорку не упал посох 3-го тира. Когда упадет ему посох 3-го тира, тогда уже камбэкнуть будет эту игру почти, ну, очень тяжело. Я не думаю, что моя цветка прыжками сможет затащить эту игру. Не думаю. Не, она, конечно, может нормально сейчас на лицо так кому-то присесть, но это единственное, что он сможет. Это просто присесть кому-то на лицо. Явно в нехорошем смысле. Ну, кстати, шаманы. Шаманы-волшебники. Интересненько. Ну, посмотрим, что у тебя получится реализовать с этих шаманов-волшебников. Шаманы-волшебники тоже... Я, наверное, сейчас буду этот камень божественный продавать. Я его буду реролить, потому что хочу попробовать найти мать насекомое. Мне бы сейчас не помешало это мать насекомое. Там, кстати, маг-дракон еще собрался, мне тяжело будет. Пока что на таком раунде маг-дракон не будет сильным. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Но если он в действительности будет гигантским, у меня будет проблема. Спасибо. Я тебе так благодарен за это сердечко. Так, одна цветка. Я попробую рольнуть. Ну, приди. Так, Бруда сюда. Никс сюда. Да! Боже, как же я рад. Как же я рад такому усилению. Я не могу передать словами, насколько сильно я рад сейчас такому усилению. Если что, мать насекомая я оставил в цветке, потому что она самая дорогая фигура у меня на столе. И, соответственно, когда будут умирать дубликаты моих инсектоидов, или в целом просто инсектоиды, в целом дубликаты. Короче, в целом, если сейчас будут умирать дубликаты моих фигур, то будет
шанс, что выпадет цветка. И цветка выпадет в 3 звезды. Поэтому замечательно. Хотя на самом деле можно было бы перекинуть этот предмет в орка-жреца. Орк-жрец мне намного больше нравится, нежели цветка. Хотя на самом деле цветка довольно-таки посильнее будет в тройку. Как-никак она будет всей толпой прыгать сразу на лицо. У цвета есть свои минусы. Если кто-то в углу зажмется, то что я буду делать потом? Естественно, я ничего не смогу сделать. Ну нет! Еще и Зевс. Серьезно? А кого ты еще присумонить можешь? Вот я присумонил 2 орка-жреца. Откуда ты Зевса взял? Ну вот. Скилловички. Да. Ну ладно. Ладно, такая судьба. Такая судьба. Мне на самом деле бы уровень взять. Как бы смешно это ни звучало, но мне нужен уровень. Уровень нужен мне катастрофически сильно. И желательно либо 9, либо же 10, чтобы как можно больше дублей поставить. Как только у меня будет множество дублей, то будет все замечательно. Мне кажется, нужно вот это вот печаток магический скипнуть куда-то. Либо в тройку перейдет, либо же богов поставить. Ладно, поставлю богов. Все-таки, как-никак, будет небольшой шанс того, что Эмбер в тройку. Смотрите, как он сейчас мой стол зачистит. Мне повезло. Мне очень повезло, что у него там не очень предметы выпали. Упали бы ему сильнее предметы, он бы, скорее всего, меня выносил бы в легкую. Скорее всего. Так, один зверь, я думаю, откиснет. Но вот зверь, который играет через фулл кунг-фу, это проблема. Весь мой пуш-потенциал будет уничтожен. Зверь кунг-фу. Я думаю, что даже маг-дракон сейчас мне мало чего сможет сделать, хотя на самом деле, думаю, может. Но в целом, самое опасное это сейчас зверь кунг-фу. Хотя, наверное, я заберу сейчас свои слова назад, и бог полуорг будет намного опаснее, так как у него 2 эма в двойку есть. Вынесите, пожалуйста, кто-нибудь этого эма. Хускар в троечку. Понял. Понял. Походу я проиграл раунд, да? Проиграл, нет? Отлично. Отлично, не проиграл. Это хорошо. У него еще и денег нет. Это вообще отлично. Так, у меня есть 2 змейки. Отлично. Все, дубликат убран. Какие мне в целом предметы нужны, вот если играть через змей-паря? Радик. Ну, в принципе, да, можно было бы Радик, маску 5 тира, хотя на самом деле... Хотя на самом деле я даже не знаю, какие предметы лучше всего бы подошли. Я думаю, может быть, еще одно сердце насекомого найти. Личинку. Личинку. И отложить эту личинку в кого-нибудь из более полезной фигуры. Боже, как это жестко называть это личинкой. Хотя на самом деле, если я найду еще одно мать насекомое, то будет все прекрасно. У меня будет куча дублей. Ну да. Получается, будет отлично. Мне вот интересно. Я уже спрашивал не раз, но спрошу еще раз. Напишите в комментариях. На дубликат цвета работает ли инсектоиды? То есть, может ли... А, может, походу. Не может. Короче, не знаю. Напишите мне сейчас в комментариях, кто знает ответ на этот вопрос. Может ли из дубликата цветы переродиться инсектоид? Этот вопрос мне очень интересен, и если это действительно так, то это очень круто. Так, это жрец дерется там с богом полуорком.
Я думаю, фул жрец проиграет. А не. А как? Тает. На самом деле мне тайт не особо нужен. Это как бы контроль, да, но там есть и гида с эмами, он меня душить будет ну, невероятно. Поставил немного чернокнижников, чтобы был бы хоть какой-никакой на подхил, пока Светка прыгает на лица всем. Чпуньк, чпуньк. Блин, ну Света она классная. Столько много урона у нее. И в целом красивая такая. Так, 2 бруды у меня есть. Отлично. 2 бруды это, конечно, хорошо. 2 бруды лишние не будут. Брать ли мне 10-й, не брать мне 10-й. Вот. А где мое усиление? Хочется взять БКБ. Хочется мне взять БКБ. Можно было бы еще попробовать цепочку найти, но лучше, наверное, взять все-таки БКБ. Не пытаться мудрить, а взять, вот взять БКБ. Там много магического урона. Самый главный магический урон это против этого АЭМа. Как-никак он будет присасываться к моим фигурам, будет высасывать их ману и будет душить. Душить будет не по-детски. Поэтому детей убираем от экранов и будем смотреть, как он будет меня душить. Мне очень повезет, если мои цветы прыгнут ему нормально так на лицо и ваншотнут. Вот в таком случае будет все замечательно. А так как у него 2 эмо в двойку сейчас, плюс есть Зевс, он будет нормально меня выносить. Так. Ну вот это скип предмет мне надо скипнуть. Либо же взять бусы. Либо же найти шар бездны. Но бусы, как по мне, были бы намного универсальнее. Да, я, наверное, попробую что-нибудь найти. Тут... О, отлично. Не задумываясь, взял мать насекомая. Опа, Хусик в троечку вылетел. Не задумываясь, взял мать насекомая. Мать насекомая я закинул в цвету, так как она стоит на продажу 7 монет. И в орка-жреце у меня находится тоже мать насекомая. Теперь шанс того, что с дубля выйдет у меня один из 2 персонажей, намного выше. Ну как, на самом деле не выше. Какой ты огромен. Какой ты огромен. Боже, какой ты огромный. Мне вот инсектоида не нравится тем, что, походу, это разработчик авточес ее создавал. Знаете почему? Потому что нет уверенности в том, что тебе придет нужная фигура. Вот нет уверенности. От слова совсем нет уверенности. У тебя есть возможность, что тебе прилетит... А как ты 3 медведя присумонил? Я сейчас не понял. Как он присумонил 3 медведей? У него Рубик с свистнутым этим был? Ничего себе, улучшение решило прийти. Обалдеть, спасибо тебе, дорогой мой. Еще один Скорпион, только ты уже мне не нужен. Мне 2 в двойку достаточно, в тройку мне не нужен Скорпион, ты будешь бесполезен. У меня для этого есть цвета. Так, я, наверное, кстати, Джакира поставлю. Как инсектоид, так, есть один. Но мне нужно еще... О, есть. О, так, ты сюда. Вот так вот. Так вот здесь, вот так вот. И... Надо вместо Джакира, наверное, ставить этого орка-жреца. Сейчас попробуем, посмотрим, выйдет. Так, орк-жрец в двойку присумонился. Отлично. Как бы начало положено. Так, это шаман. Джакира в тройку присумонился, но он как остануть не... О, кастанул. Я думал...
О, да. Полезность ультра максимальная только что была от Джакира. Это жесть. Это никак не назвать, кроме как жесть. Но, кстати, если этот орк-жрец у меня в тройку придет, это будет круто. Я бы даже сказал, это будет отлично. Не знаю, я хочу, наверное, этого Джакира скипнуть. Придет орк-шаман, я его скипну по-любому. Я только что увидел импакт от трехзвездочного Джакира, и мне этого хватило. Он кастанул в одну цель, и эта одна цель, знаете, что сделала? Убила одну цель. То есть не убила даже никого вокруг. Вот из-за этого у меня небольшой тильт. Так, понял. Понял, вдвойне. Там тоже два орка-жреца молодого. Только не понял, каким образом у него два... Чпуник? Души, души его! Души, он вылетит сейчас. Ну, да. Да! Так, у меня остался самый грозный противник. Самый грозный противник для меня. Это зверь кунг-фу, и у нас сейчас с ним будет такая баталия. Ух, Энигма. Так, Джакира. Я думаю, ты сейчас пойдешь гулять. Я возьму лучше Энигму. Я в Энигму как-то поболее верю, нежели в кого-либо другого. Жалко, конечно, Энигма не в двойку пришла. Как-то я слишком много хочу, чтобы мне пришло двоек. Мне нужна еще одна легендарка. Мне нужно вообще два орка-шамана. Если у меня будет два орка-шамана, то я смогу спокойно этого зверя душить. Это будет намного жестче, потому что вот этот зверь, кунфуист, он не сможет кастовать ни свою палку, он не сможет абсолютно ничего делать адекватно. Под вечным сайлом. Так, это круто. А можно еще одного орка-шамана? Одного. Я возьму цепочку. Я думаю, все-таки контроль будет намного эффективнее, нежели Некромикон. Хотя Некромикон мог бы помочь мне на суммоне толпу народу, но из-за того, что у него есть манкики. Вот это подгон. Вот это подгон. Вот это вот по-нашему. Вот это вот как, вот это вот красиво. Теперь самое главное, чтобы этот орк-шаман появлялся. Это самое главное, чтобы орк-шаман в действительности появлялся. Я его настолько сильно уважаю, потому что если он придет в тройку, он повесит всю свою тучу, Манки Кинг не сможет кастовать в балку, а это, естественно, он не сможет что делать? Правильно, ставить мою Вот то, о чем я говорил. Вот то, о чем я говорил. Этот Сайленс... Минус 43, боже, если бы немножечко по-другому все было, он бы вылетел. Если бы не так много хп у него было, он бы вылетел. То, о чем я говорил, этот Сайленс не дает кастовать моему противнику палку, не дает кастовать АЭМу, да и в целом это душнила такая. Блин, жалко, я не могу его в двойку найти, этого орка-шамана. Так, повези, повези, повези. Приди, что надо, приди, что надо, приди, что надо. Еще ваншоты сработали. Ёлки. Вот почему я сказал, что это синергия, которую делал разработчик. Максимально нестабильная. И испортить настроение может идеально. Цепочка летит, я так понимаю, в лон друида.
Он Эма переставил. Молодец. А откуда у тебя Сайленс, молодой? Ну все, и меня... Но это была достойная игра. Честное слово, это была очень достойная игра. Это была красивая и достойная игра. Несмотря на то, что максимально рандомная. Я бы даже это так назвал. Тут он еще и закирил Аэма, кстати. Ну, да, в принципе, Аэма керрить против инсектоидов это нормальная тема. У инсектоидов куча маны. А АЭМ может спокойно здесь разваливать. На самом деле и Манки Кинг мог бы спокойно разваливать, но я даже не знаю, короче. Вот знаете вы, я думаю. Поэтому напишите в комментариях, что думаете по поводу этой катки, что к чему, как произошло, может, как не стоило доиграть. Но на самом деле, ребят, последние 2 раунда мне максимально не повезло с фигурами. Мне с моих дубликатов повыпадали всякие скорпионы и всякие никсы. Даже жрец не упал. А, нет, цветки попадали еще. Цветки, вот. Я рассчитывал все-таки на орка-шамана, но... Кто-то мог бы написать в комментариях, что мне надо было вот это вот сердце вытащить из цвета, и тогда бы был бы у меня шанс 1 из 5 фигур. Но! Есть одно самое главное но. У меня цвета стоит 7 монет на продажу. Это самая дорогая фигура, которая есть у меня на столе. Дороже у меня не было. И от этого отталкиваются все остальные инсектоиды. То есть от этой фигуры у меня прибавляется плюс 1 монетка, либо же плюс 2 монетки. Соответственно, это либо будет 2-звездочный, либо 3-звездочный персонаж. И вот в данном случае 1 раунд у меня всего лишь повезло. У меня упало там 2 шамана в тройку. И этого было достаточно. Вот этот вот сайленс на всю карту. Он помогал мне контролить Манки Кинга, помогал контролить Аэма. И помогал контролить, соответственно, другие суммоны и тому подобное. Обидно. Ну, что сделать? Что сделать? Как так? Как я уже сказал ранее, инсектоиды. Это та сборка, на которой играют разработчиков ТЧС. Это его любимая сборка. Он когда на ней играет, он понимает прекрасно о том, что насколько эта игра рандомна. И скилл тут решает 50% игры. Как-то так. Повезло, значит прокачал скиллуху. Не повезло, значит плохо качал скиллуху. Ладно, ребят. Понравился ролик? Не забыли оставить свой комментарий, оставить свой лайк, а также подписаться на мои каналы. На ютубе цель у меня 5000 подписчиков, на телеграме 1000. Телеграм скреплен в комментариях. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!